Итак, сегодня у нас последняя эпоха. Мы до сих пор решаем первое задание формата ЕГЭ по литературе. Эпоха у нас литература непосредственно 20 века. Как всегда, заходим в каталог заданий, находим нужную нам тему, нужную нам эпоху, нажимаем «Перейти». Собственно, всем советую прорешивать каждый месяц, потому что каждый месяц меняется не формат, а, допустим, даже формулировка вопроса, потому что некоторым это сложно. Ну, мне не особо, потому что смысл один и тот же, это самое главное. Как я понимаю, именно по литературе не особо меняются вопросы. Ну, то есть формулировка меняется тема сочинений и так далее. Но суть остается та же. И произведения остаются те же. Собственно. Так. Пройти тестирование по всем заданиям. Я сейчас в 10 классе. Сейчас май, я перехожу в 11. В 11 я собираюсь сдавать литературу. И я непосредственно сейчас активно готовлюсь, чтобы не наплошать. Мне нужно прочитать достаточное количество произведений летом, сейчас, чтобы уже более-менее готов к новому учебному году. Так, надо внимательно читать вопрос. Начнем с этого. То есть, если вас спрашивают направление, пишите направление. Если вас спрашивают род, пишите род. Жанр и так далее. Внимательно читаем вопрос. Внимательно, чтобы не запутаться, чтобы лишний раз не заволноваться. Волноваться на это жесть. По-любому волнение будет. Этого не избежать, хотя, может быть, и избежать. Так, укажите литературное направление, для которого характерно объективное изображение действительности и в русле которого развивалось творчество Шолохова. У нас есть подсказка. Даже если вы не помните определение определенных литературных направлений. У нас вот прям подсказка, объективное изображение действительности. Даже если вы не помните автора, не помните произведение, хотя лучше помнить и читать в полном содержании, то вот вам подсказка, это реализм. Так, следующее. Изображая дно жизни, Горький следовал традициям. Так, к сожалению, мной не было прочитано данное произведение, но обязательно его прочитаю, тут вообще даже не обсуждается. Зачем, почему? Надо. Просто вот зарубить себе на носу, надо анализировать, читать. Не в кратком, в полном. Особенно если вы сдаете литературу, как и я. Так, это реализм. Угу. Решаем дальше. Укажите жанр, к которому относится судьба человека Шолохова. Ну, тут все понятно, это рассказ. Укажите жанр, к которому относится произведение Булгакова «Мастер и Маргарита». Такая вот книжечка. Ее обязательно надо начать читать, и обязательно надо прочитать, чтобы не ударить в грязь лицом. Так, роман. Это роман. Укажите литературное направление. Вот, объективное изображение жизни, та же подсказка. Могут быть разные формулировки, но, ребят, смысл один и тот же. Главное не запутаться. И это я и себе говорю, потому что я тоже человек, и все мы можем запутаться. Не стоит, конечно, но все реально. Укажите жанр, к которому относится пьеса Горького. Пьеса на дне. Жанр. Жанр драма. Драма. Так, укажите жанр произведения, из которого взят фрагмент. Какое у нас произведение? На дне. Опять же, жанр произведения на дне, и это у нас драма. Драма. Все легко и просто. Так. Назовите имя старичка. Так, что это? Ага, это мной не было прочитано, как уже было ранее сказано. Поэтому, к своему сожалению, я не могу сказать ответить на этот вопрос. Мастер и Маргарита.
Ах, надо тоже прочитать. Обязательно. Найдите, напишите лишнее в определениях. Может быть, роман-эпопея? Ну, так. Роман-эпопея? Я просто вспоминаю все эти признаки романа и эпопеи. Конечно, сложно судить, если ты не читал данного произведения, но возможно. Но лучше читать. Еще раз повторюсь, обязательно читать. Третий жанр, к которому относится пьеса Горького «На дне» — это драма. Жанр — то же самое драма. Старуха Изергиль. Тоже мною не было прочитано. Читать. Всем читать. Так. Полагаю, что это рассказ. И наугад, пожалуйста, не пишите. Это я сейчас пишу, потому что не читала. Вот. Пожалуйста, наугад не надо. Назовите жанр, которому принадлежит произведение Солженицына «Матрёнин двор». Ну, это рассказ. Это и так понятно. Направление на дне. Направление на дне — это реализм у нас. Даже из названия можно никаким образом так. Так, на дне. Скорее всего, реализм. Так тоже нельзя. Это не всегда помогает, точнее, почти никогда. Назовите литературное направление Шолохова, которое... Да? В Тихом Доне. Тихий Дон — это у нас реализм. Мы сохраняем наши результаты. И еще раз повторюсь, обязательно читайте в полном содержании. Читайте, точнее, да, читайте. Даже если вы не сдаете литературу, все равно читайте в полном содержании, потому что, ну, в кратком там многих моментов нет. Я думаю, я не первый человек, который это говорит. Так, проверяем. Ну, все верно, понятное дело, кроме Луки. Луки, да. Так. Вы можете себе заскринить определение реализма, если у вас не написано, или вдруг вы подумаете так. Если я забуду, то лучше записать. Я себе запишу. У меня уже записано. Реализм. Так. Я делаю руку так, чтобы меня не отсвечивало попросту, чтобы меня не отсвечивало. Реализм был у нас рассказ. Скриньте обязательно, обязательно. На экзамене пригодится. Точно. Угу. Следующий роман. Скриньте. Тихий Дон, реализм у нас уже был. Драма. Драма тоже обязательно запишите, скриньте и так далее. Пишите, скриньте и так далее. Да, это будет. Драма. Так. Лука. Роман-эпопея. Роман-эпопея. Я могу даже зачитать. Роман-эпопея — масштабное эпическое произведение, сочетающее изображение объективных исторических событий, чаще всего героического характера и повседневной жизни частного человека. Так. Дальше. Так, чтобы не успеть. Так, драма была. Рассказ был. Рассказ тоже был. Так. Реализм тоже был. Реализм тоже был. Итак, я всех благодарю за просмотр этого видео. Я всех благодарю за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, он был вам полезен, он вам был интересен. Если вы досмотрели до конца, то вы герои. Спасибо большое за просмотр. Хорошего утра, дня, вечера. Всем пока.